Девушки, здравствуйте, Оксана Бойченко сегодня с вами, и у меня сегодня в студии парень, который на 100% семейный, настолько ориентированный на семью, с такой историей, которую вам обязательно нужно услышать. И Рон, кстати, он сам иммигрант, у него родители из Германии, они приехали сюда они немцы из Германии, и Рон даже когда в школу пошел, он по-английски даже не говорил, он говорил на немецком. И сейчас он, разумеется, уже взрослый парень, взрослый мужчина, то есть он говорит уже на английском и на немецком. Так что он понимает нашу культуру наших стран, он прекрасно понимает, потому что он сам выходит из этой культуры. Рон у нас просто вообще действительно золотой мужчина для такой вот стабильной, верной женщине, идеальный вообще вариант. Давайте сейчас посмотрим интервью с Роном. I'm a very honest and I'm a very, very loyal man, affectionate, and that truly, if those are the things that you believe in, that you truly want a person you know that you can count on, then all I know is if I can count on you, you're the perfect woman for me. Да, Рон сказал, говорит, я, говорит, очень честный, очень верный человек. И все, что я ищу, это действительно полностью это вот верности и честности. Перед вами сидит мужчина с открытым сердцем. Открытая книга, то есть без каких-либо игр, без каких-либо там приколов и так далее. Он вот такой вот простой, открытый и честный мужчина. И он такого человека ищет, он ищет женщину, которая действительно бы хотела бы этой чистоты, которая бы хотела иметь полностью открытые отношения, без каких-либо игр, без каких-либо там подвохов и так далее, а точно так же с открытой душой, с открытым сердцем, где два партнера могут друг на друга положиться и знать то, что они друг друга поддерживают и идут по жизни вместе. Alright, so Ron is here with us in the studio of Oksana Love Studio, looking for love, for the true love. And this man, этот мужчина, который сегодня перед вами, это действительно это мужчина, который заслуживает любви. Потому что он настолько семейный парень. Вот, мы сейчас сделаем небольшое такое интервью с ним. So Ron, can you tell us a little bit about your degree? Like, let's start from the beginning. How did you get to become who you are today? Я спросила Рона, чтобы он немножко рассказал нам про свое образование, о том, какой он путь проходил, то вот кем он сегодня стал. Well, what got me where I am today is after leaving school, I joined the military, and I spent 4 years in the military as a helicopter mechanic, and I left the military and got involved in my family business. My father and mother had a interior design store, and they did draperies and upholstery and carpeting, tile, hardwood, that sort of thing. I got involved in that, and then started my own business doing the same thing for some time. Okay, let's pause here real quick so I can translate for the ones who don't speak a absolutely perfect English, okay? So у нас Рон, он парень такой, который прошел армейскую закалку. У нас 4 года был в армии. Я восхищаюсь мужчинами, которые были в армии, потому что это тренирует их быть ответственными за все вещи. И Рон у нас, он был механиком по вертолетам. И когда он вышел из армии, то есть он в армию пошел сразу после школы, когда он вышел из армии, то он начал работать в семейном бизнесе, потом он свой собственный бизнес открыл, который занимается дизайном внутри домов и занимается дизайном полов и так далее. Вот у него был какое-то время свой собственный бизнес. So what happened after that? So you are right now you in a very stable job for 25 years. So what happened between this, you being a self-employed business owner and what you are doing now? I had my youngest son was injured very badly, and I was in the hospital for 2 weeks. We didn't know if he was going to live. And while that was happening, my partner embezzled my store to the point where I had to decide to
do something to support my family. Yeah. So I became let's say, a change into a completely different career and started building power lines for the local utility here. Yeah. And you've been a manager at this job already for 25 years, right? Correct, yes. Yeah, 25 years. То есть, что у Рона произошло, пока у него родился сын, и сын, он практически умирал. И Рон был в госпитале с ним 2 недели, 2,5 недели. За это время его партнер по бизнесу разворовал бизнес, и Рону у него, потому что он человек такой, который защитник, семейный и так далее, он нашел сразу работу, и сейчас он на этой работе уже 25 лет. Он менеджер, занимается электрическими линиями, электрические линии, которые проложены во всех странах, да, вот, и он менеджер этой компании. So very stable job, very stable man for a long time. То есть 25 лет, конечно, работать в одной компании, это, разумеется, это означает, что человек очень стабильный, но у этого парня точно так же есть и бизнес-качества, которые, то есть потому что он уже, разумеется, вел свой бизнес и так далее. У меня просто огромное восхищение людьми, мужчинами, которые отцы-одиночки. И вот в этом плане у Рона та же самая ситуация произошла. I have high admiration for the single men, for the single fathers, for the ones who raise the kids themselves. And you were left, you were 37 years old, right? Young man. Right, yes. Yeah. With 3 kids. Yes. So one was 4 years old. My youngest boy, yes. Another one 10. Another one is 12. Was 12 at the time, yes. Yes. То есть у Рона, у него произошла такая ситуация, то есть он остался отцом-одиночкой с 3 детьми. У него одному ребенку 4 года было тогда, другому было 10 лет, другому было 12 лет. И ситуация, I will tell you a story a little bit, what exactly happened. Ситуация такая, то что ситуация стандартная, в принципе, очень часто такое происходит в Америке, где женщина, его бывшая жена, у нее были проблемы с алкоголем и наркотиками, они долгое время с этим всем боролись, пытались помочь ей выйти из этого состояния. How many years you've been going with your ex-wife, through the rehabs and everything? How many years you committed to helping? I tried for 7 years. 7 years. То есть 7 лет они пытались ее и в больнице отдавать, и чтобы она вылечилась. Where was that final point that you said, that it's, it just doesn't worth the effort? That's it. I tried to forgive everything, but the affair I just could not forgive. Да, и я спросила его, а когда была эта последняя капля, когда ты сказал, что все, хватает, это больше того не стоит? Он говорит, я прощал все, и мы с этим боролись, с этими проблемами, но когда я узнал то, что там еще происходит неверность, то это была уже последняя капля. То есть Рон взял своих детишек, сам их вырастил, разумеется, они уже разведены. Сейчас уже это взрослые дети. Это уже... How old are your kids now? 33, 31 and 24. 33, 31 и 24 года. Это уже взрослые дети. You are not just a father, you're already grandfather. Yes, I am. How many grandkids do you have? I have the 7th one on the way. 7th one on the way. То есть у нас Рона уже все дети взрослые, разумеется, у них свои семьи. У Рона уже 7 внуков, и вот сейчас 7-й на пути, в любой день уже родится. Так что он, конечно, такой семейный человек, который очень близок к семье. You spend lots of time with your family, right? It is very important. It is very important to me. I love my children and I love my grandchildren and I love spending time with them. Yeah. Так что вам это объясняет, почему этот мужчина, он действительно с таким открытым, добрым сердцем, настоящий семейный парень. И, конечно, у него не было времени построить отношения, потому что когда являешься отцом 3 детей, и причем он сам их растил, без какой-либо помощи, сам полностью. Сейчас это уже взрослые
дети со своими семьями, и вот он, Рон у нас один живет в своем большом доме трехкомнатный. You live by yourself in your house, right? Yes. Right now, right? Yeah. Yes. So it's 3 bedrooms, correct? Correct, yes. How do you utilize all those rooms? What do you do there? You're Well, by I have yourself. one room that I keep as an office. One is just a spare bedroom, if guests, kids, whatever the case may be. And then, of course, my room. Of course, your room, yeah, the master bedroom, of course. Right. То есть трехкомнатный большой дом, он говорит, в одной комнате у него офис, в другой комнате это как гостевая комната, и другая комната, разумеется, это главная комната его. То есть сейчас дом уже пустой, он сам по себе, и он настолько, вот он сейчас в той ситуации жизненной, где он готов отдать всю свою любовь и заботу тому правильному, той правильной женщине. И по моему мнению, если у девочки, допустим, если у вас есть ребенок, то Рон, разумеется, уже доказал, что он отличный отец, может быть, отличная роль-модель и отличный отец вашему ребенку. Если у вас уже дети выросли, ну, замечательно, тогда вы просто будете наслаждаться с ним жизнью и действительно просто вот по полной программе наслаждаться жизнью. What type of man are you? What are the things that you like to do? Because I know you have that a little bit of a wild side about you, adventurous side, like Harley Davidson, right? I do. I enjoy my Harley when the weather is warm, and we have beautiful mountains, Oksana, here. So I do enjoy that time very, very much. Other than that, I enjoy spending time with my friends and barbecuing, and of course my family time naturally. Yeah. Bowling, shooting pool, you name it. My interests are tremendous. Yeah, and you're also in art, you like the museums, you like the theaters, you like to go to the movies as well, right? Love museums. History is a favorite of mine. Yeah, that's where your other interesting hobby comes in. You're collecting coins, right? So correct, yes. They're old coins is a lot of what I collect. Yeah. То есть Рон, у него такая есть и авантюристская черта в характере, потому что он у него Харли Дэвидсон мотоцикл, разумеется, у него машина тоже есть, несколько машин, но вот ему нравится Колорадо, вообще он живет в Денвере, Колорадо, это обалденная вообще природа, это горы, это знаменитые самые курорты по катанию на лыжах. Вот, он раньше тоже, он очень много катался на лыжах, сейчас он уже не катается на лыжах, вот, но он такого плана человек, что он может там рвануть, там, пойти там в пул поиграть, в боулинг поиграть, точно так же он любит время и дома проводить, и он очень обожает историю, то есть музей, театры, кино, он очень обожает истории, и одно из хобби у него, он собирает монеты, старые монеты, у него огромная коллекция этого всего, потому что ему настолько нравится история. But you're not that crazy, crazy adventurous person anymore. You're more like, home, family, spending the time with a special someone, quality time, right? That's very important. Again, I enjoy having fun, but those things are more important to me now, yes. Yeah. То есть он такой семейный действительно человек, и он вообще, у него большой круг друзей и знакомых, которые учатся в школе. И вот они и барбекю вместе делают, и семейное время со всей семьей. Ну, представляете, сейчас праздники, у нас скоро вот Рождество будет. Конечно, это время, которое проводят люди с семьей, подарки, много подарков. Я представляю, конечно, ему сколько подарков нужно подготавливать, семья большая. You are all prepared for Christmas. You have lots of gifts to prepare. That I do, but yes, I have a couple to buy yet today, but then I'm done. So. Да, конечно, такая большая семья, и детишки, и внуки. Вот, но Рон такой, он очень действительно любит делать подарки, он любит ухаживать за кем-то. Это вот такой вот дающий, очень дающий человек. How are you with a woman? What type of man are you with a woman? I can definitely be romantic. I very much agree in a partnership. I definitely want to be a woman that, we hold hands when we're out in public, and I want the world to know this is my special person, and I want to know that she feels the same about me. All right. Would you say that you are sensitive about women's needs?
Oh, yes, definitely. I try to be. So if she has a bad day or whatever, there's going to be a bath with the candlelights and the, And the rose massage. petals. Rose Yeah. petals. Yeah, I do that, sure. All right. Я его спросила, какой он вообще с женщиной. Он говорит, я, говорит, человек очень чувствительный, говорит, и мне, допустим, женщина, которая не боится там за руку меня взять на публике, то есть гордость, что мы вместе находимся. Я говорю, ты вообще чувствительный человек к ее нуждам. То есть, если у нее плохой день был, он говорит, да, подготовлю ванну, и розочки насыплю, лепесточки, розочки насыплю, и свечки поставлю, и массажик сделаю. То есть он такой чувствительный и романтичный парень. Цветы, подарки, он это все очень любит делать. But when I was talking with you, you were saying, you're not looking for like a person to like clean the house or cook. I mean, you are able to do all that yourself, but you are really looking for the partner, to do things together, and you believe that it is a partnership. Although you are really good with your hands, you can fix anything yourself. Yeah, like I say, I was in the interior design trade, so yes, I learned how to do all the installations, that kind of thing. So yes, I'm handy. I love working with my hands. Yeah. Very, very true. Do I need a cook? Always greatly appreciated, but I'm a pretty good cook. My kids lived. They're still alive, and I cooked for them. Я Рона спросила, говорит, какого плана женщину ты ищешь? Ты ищешь того, кто бы там убирался или готовил? Он говорит, слушай, говорит, я, говорит, детей вырастил, говорит, я для них готовил, говорит, все, говорит, выжили, говорит, так что, я на самом деле очень, говорит, хорошо готовлю. Мне не нужна уборщица, мне не нужен человек, который там готовить будет. Если мы можем эти вещи делать вместе, замечательно, отлично. Но Рон, он на самом деле, потому что у него опыт работать с разными инструментами, да, когда у него был вот этот вот бизнес, Рон – это человек, настоящий мужчина, который сам делает мужские все обязанности. У меня, вот у нас у всех есть свой определенный язык любви, да, по каким критериям мы выбираем человека, что нам нравится в мужчине. Вот у меня, допустим, мне очень нравятся мужчины, которые могут своими руками что-то сделать, которые могут отремонтировать с отверткой, там, с этим, это вообще, это настолько sexy. I'm saying that it is really sexy when the man can fix things with his own hands. Well, thank you. Yes, I do try. Да, то есть Рон, он все эти вещи совершенно, он сам своими руками может это все отремонтировать, сделать. То есть это мужские обязанности. И он настоящий мужчина, вот настоящий такой защитник, настоящий мужчина, обеспечиватель семьи. Это вот перед вами такого плана человек. There is lots of things that you still did not have a chance to experience in your life, like travel, and you've been traveling quite a bit, but there is some places that you haven't visited that are still in your mind to visit. What are those? Where would you like to go with your woman? There are some beautiful places here in the United States that I still haven't gone to see. The Grand Canyon, I've flown over it numerous times, but I've never been at the rim to look in the canyon, that kind of thing. Australia is on my bucket list. I had a very, very good friend that she was from Australia, and from what she described to me, it sounds like a marvelous adventure that I'd like to have. Да, я Рона спросила, говорю, слушай, говорю, у тебя действительно настолько был занят, отдал все свое время детям, поставил их на ноги. У него не было возможности очень много путешествовать. Вот, и поэтому он говорит, я, говорит, хочу испытать путешествия со своей особенной женщиной. Говорит, например, говорит, есть места, говорит, в Америке, где я никогда не был. То есть я летал над вот Великим каньоном, я не знаю, как это правильно, Grand Canyon, как это правильно перевести, но я никогда не был там. Потом, говорит, я, говорит, хочу поехать в Австралию. У него близкий друг, который говорил, что там действительно там классно, очень много вещей, которые испытать можно. То есть у него есть целый список вещей и стран, куда бы он хотел поехать со своей новой женщиной. Он хотел бы поехать в новые места, где он не был там, и где, если вы там не были, чтобы новые вот эти вот чувства, новые эмоции испытать вместе с самого начала. Так что Рон у нас будет принимать участие в нашем туре любви, который будет в феврале здесь, в Сакраменто. Это будет у меня на моей вилле, у меня в доме происходить.
И мы с ним будем работать точно так же лично здесь, чтобы найти ему правильную женщину, потому что этот мужчина на 100% готов сейчас к правильным отношениям, к правильной женщине. И, разумеется, мы начинаем с ним сейчас работать, чтобы представить его той правильной, особенной женщине в его жизни. Ron, thank you so much for sharing all of these beautiful details about your personalities, about who you are, because you're very stable, very family, really amazing man, and somebody is going to be very lucky to have such a stable and faithful and loyal man in her life. So you're a true find, and thank you so much for giving us the opportunity to work with you to bring that amazing woman, like your woman, into your life. Thank you. Thank you, Oksana. Если вам понравился этот парень и вы хотите с ним познакомиться, то и если у вас есть личная сваха, то свяжитесь с ней прямо сейчас, чтобы она вас познакомила с этим замечательным мальчишкой. Если же у вас нет еще личной свахи, то используйте контактную информацию в конце этого видео или внизу этого видео и дайте нам знать, что вы заинтересованы в знакомстве с ним. Таким образом, мы дадим вам сваху, которая организует вам это знакомство.